Представители знака зодиака Рыбы, мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И у нас сегодня колода 78 дверей. По сути, это метафорические карты. Я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И какой-то пазл, может быть, или вы сможете благодаря интуиции и глядя на метафорические образы карт просчитать какое-либо свое дело на пару шагов вперед. Больше событийный ряд, нам говорят карты. И основное значение это двери, конечно, будут они открыты или закрыты. И каков ключ, чтобы их открыть. Вот давайте узнаем. Будем реалистами, безусловно. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, чем-то это видео будет полезно. А вот, выскочила карта, кому-то может быть и важно услышать, как будто мы чего-то ждем. Не время ждать, ничего не дождемся, понимаете? Какое-то решение, видимо, надо принять по конкретному вопросу. Нам показана женщина, которая успела состариться, пока ожидала, что эта дверь откроется, а сама дверь заросла плющом. Не время ждать. Вот как будто так. Может быть, это вы ждете по работе, может быть, такая ситуация. Или вы ждете, что человек какой-то откликнется. Может быть, вы ждете, что отчасти совесть человека и проснется. Разная может быть ситуация, у каждого своя. Так вот, как будто нечего ждать. Вообще, наверное, конец ноября и декабрь, особенно декабрь, это время, когда мы должны уделить внимание личной жизни или вообще сфера отношений. Это могут быть отношения в социуме, это ваши соседи, знакомые, близкие, где-то и родственники могут быть. Это могут быть коллеги по работе, с кем вы так контактируете. Это могут быть руководители. У каждого какая-то все равно своя задача стоит. И этот период чем важен? У нас как будто не должно быть, знаете, тех ситуаций с людьми, когда люди для нас становятся непредсказуемыми. И если вам человек, предположим, нужен, мы не отменим общение, вот, к примеру, коллеги, руководители, то лучше какой-то нейтралитет или словно адаптацию себе подготовить через отношения. Это не значит, что мы соглашаемся и действуем так, как нам говорят. Нет, мы своими приоритетами не жертвуем. Но худой мир лучше доброй ссоры. Если мы знаем, что нас жизнь с этими людьми еще столкнет, нет смысла в какой-то конфронтации. Ну, какую-то модель поведения, как будто нам, может быть, новую совершенно придется избрать. Отношения так или иначе, а ведь все решают люди. Конец ноября, декабрь – это основа всего. Первую карту, которую мы достанем, она будет означать, что важно знать или, может быть, ваше настроение или приоритеты на эту неделю для вас, рыбы и рыбки. Чего не избежать или неожиданности, с которыми вы можете столкнуться на неделе. Чему сейчас не время или что может помешать. Давайте достанем карту. Что же будет рыбкам помогать? И еще такую карту достанем. Что скрыто? Может быть, кто-то скрывает. А может быть, и вы не придаете чему-то значения. Вот интересно, еще одна карта про ожидание. Вообще, король кубков, ведь это ваша энергетика идет. И здесь нам прекрасный русал показан, который кубок поднимает, предается каким-то прекрасным воспоминаниям. Двери у нас в этот грот как будто открыты. Он ожидает русалочку. Нет русалочки, не изображена. Но он сидит вот в этих мыслях, и где-то ему приятны эти мысли, но ничего не происходит. Как будто ждать смысла нет. Вот правда, тут какую-то ситуацию вам нужно либо просчитывать, либо решать. Как будто так. Давайте узнаем, а может быть наоборот не время активности. Ну, это я так думаю. Но тут эмоции по королю кубков в этой колоде карт. Именно ожидание или в ожидании встречи у кого-то и так. Итак, дела, работа, бизнес. Давайте будем смотреть энергетику. Энергия денег на неделю. Личная жизнь давайте спросим. И карту совет. Что тут у нас? Ага, вот видите, тут какую-то надо
принимать решения. Пятерка кубков в этой колоде, горящая дверь. И девушка, которая зовет на помощь, она уверена, что ну кто-то да ее услышит, а нам показано, что никто не услышит, в округе нет никого, и да и уже смеркается, и надежды на спасение тоже нет, спасение в ее руках, и ей всего-то нужно прыгнуть, и как будто второй-то этаж совсем невысокий, ну, может быть, синяков, шишек бы набила, осталась бы жива, но она продолжает кричать. Вот вам какое-то решение нужно принять, и это сродни вот этого прыжка или квантового скачка. Вам нужно с чем-то определиться и надеемся сами на себя. Вот что-то такое может стоять. На повестке недели давайте узнаем, что важно знать. В зависимости от ситуации. Семерка жезлов. Вы знаете, правда, может быть какая-то конфронтация, или вы можете столкнуться, знаете, с каким-то соперничеством, как будто есть оппонент, который может доказывать, что я лучше, чем ты, или мои мысли более правильные, чем твои, или вы можете столкнуться с человеком, которому вы не верите. Вообще, как бы там оно ни обстояло, семерка жезлов нам всегда говорит: отступи полшага назад и где-то пронаблюдай, не торопись. Иногда нас могут вызывать как будто на эмоции, чтобы мы, ну, на каком-то реванше или на тех же самых эмоциях, злости, может быть, иногда и так ведь проигрывается, мы предприняли какие-то действия. А нет, нам карта говорит: посмотрите, человек даже и не разберешь сразу, как будто есть грот. И вот этот камень, это и есть двери, и они в ваших руках. Либо вы их закроете, либо вы откроете. И по карте непонятно, не то он задвигает этим камнем вход в пещеру, либо наоборот отодвигает. Вот, видимо, в зависимости от ситуации вы будете принимать какие-то решения. Либо с кем-то стоит контактировать и развивать отношения. Правда, такое может проиграться в любой сфере вашей жизни, хоть в личной, хоть по работе, хоть вопросы траты денег. А где-то, наоборот, на самосохранение закрыли этот грот. И, ну вот, не сохраняем все то, что мы уже достигли. А с кем-то, наоборот, быть открытым общению, миру, каким-то возможностям. Но отчасти не делать что-то на импульсе, понимаете? Или делаем только в том случае, когда мы абсолютно уверены, что-то придется просчитывать. Как будто не должно быть риска. Давайте мы посмотрим неожиданности, приятности. Это может быть как подарок, почему нет? Может быть, отчасти, когда и деньги нам тут как-то приходят, да, это ведь не только именно подарок может быть. И это может быть ваш отъезд куда-то или приезд к вам какого-либо человека, какая-то встреча, которую вы будете планировать, или есть тот или иной, как импульс, идея, решение, вы хотите что-либо осуществить. Может быть и так, но все же двери открываете вы сами, и именно тому, кого хотите видеть. Вот я бы сказала так, наверное, анализ вашего окружения может стоять на повестке дня этой недели. И где-то ваших задач вы можете сравнивать в этом коллективе или в этом обществе. Мне хорошо, комфортно, есть ли у меня здесь прогресс, есть ли у меня единомышленники. Но вот здесь как будто по пажу жезлов мы остаемся довольны. И уже ситуации могут быть совершенно разные. И по семерке жезлов много людей вас может окружать с разным настроением, с разным мнением. Как будто это не нужно принимать на свой счет. Если нужно, вот открыли, закрыли, да, вот как по семерке жезлов я объясняла эту карту. Но есть и те, которые как раз к вам, ну, условно, хотят вам либо помочь, либо, ну, какую-то услугу вам оказать, или чтобы вы остались довольны. Есть какие-то приятные события в неожиданностях, мои дорогие рыбы и рыбки. Чему сейчас не время? По тройке жезлов это вообще наша сильная позиция, ваша, мои дорогие. У вас сейчас что-то удается, и к вам приковано внимание. За вами будут словно наблюдать. Может быть, вы сами по себе харизматичный человек. Может быть, ну, в вашем имидже что-то такое есть. Или вы эксперт
по конкретному вопросу, по профессии. Тут действительно может быть такое, что вы к себе словно притягиваете внимание. Может быть, еще и дружить с вами захочется кому-то, но фильтровать окружение определенно придется. По этой карте вообще, если мы говорим, чему сейчас не время, не привлекайте к себе внимание искусственно. Вот, видимо, чтобы осуществить, как по семерке жезлов, с кем-то контакты продолжить, а от кого-то, может быть, ну так, в нейтралитет уйти, сохранив адаптационные какие-то отношения, если так можно выразиться. Но для этого нужно, ну, какую-то где-то не очень заметную позицию все-таки принимать, правда? Потому что если мы, ну, как-то пафосно, хотя на вас это не похоже, но мало ли, всякие ситуации в жизни бывают. Так вот, если мы где-то заявляем даже что-то пафосно или с точкой, как что вы действительно, может быть, и знаете, владеете темой, но тогда мы привлечем к себе внимание и, может быть, в последующем себе в чем-то осложним жизнь. Мы пока не знаем, но карта конкретно не быть маяком, понимаете? И, может быть, на себя не возложить какую-то лишнюю ненужную ответственность. Вот такой нейтралитет и адаптация вполне вероятно для вас будут, ну, так как одно из решений на этой неделе. А что же будет помогать? Когда вы на своей волне. По королеве жезлов она очень удачлива в решении вопросов дела, работы, бизнес и деньги. Что отличает королеву жезлов? Она тоже определенным магнетизмом обладает. Вот правда, вы будете в центре внимания, вы будете интересны, может быть, интересны сами по себе, как личность. Так вот, королева жезлов умеет хранить тайны, как свои, так и чужие. Вообще молчание нам будет помогать. Правда, это так. И когда мы медленно, но верно выстраиваем какую-то свою стратегию и ее никому не сообщаем. Когда мы осуществляем наш какой-то план, и он получается, обратите внимание, двери, вот эта арка триумфальная в виде цветов, в которой как раз королева и находится, это и есть те двери, которые у нас открыты практически. Это правда какая-то победа может быть или решение какого-либо вопроса. Но ваша будет сильная позиция вне многословности какой-то, это точно. И когда вы сохраняете какую-то свою канву, что вы хотите осуществить, вот свои позиции сохранить, это не значит себя противопоставить, а это наоборот, адаптировать то, что вы хотите осуществить под ту обстановку, которая сложится. Вот и все. Где-то так. Может быть, и конкретно вам помогает человек, который рожден под знаком зодиака стихия огня. Овен, лев, стрелец. И не важно, что у нас королева. Это может быть как женщина, так и мужчина, которые просто вам помогают решить какой-то вопрос. И так тоже может быть. Что скрыто? Праздник. Правда? Какой-то праздник. И какова бы пока ни была обстановка, вот с чем-то придется же разбираться. А как будто праздник, радость вам уже обеспечены. Правда? Воодушевление, вдохновение, какие-то новые возможности, ну, вообще хорошее настроение, я бы сказала так. Нет ничего нарочито скрытого, даже если нам иногда и кажется, или, может быть, вы интуитивно чувствуете, или люди, которые, правда, будут в вашем окружении, и вас будут где-то заставлять, как по семерке жезлов, не то полшага отступать назад, не то наоборот общаться. То есть люди разные, но тем не менее, словно свой круг общения или свой круг единомышленников, он у вас будет. Может быть, это будет 1-2 человека, вполне вероятно, но тогда как будто это как группа поддержки. Видимо, для вас это будет важно, потому что сама по себе ситуация по семерке жезлов, она такая еще пока нестабильно переменчивая на этой неделе. Дела, работы, бизнес, подарки, деньги, чем-то вы остаетесь довольны. Кто-то из вас может планировать переезд или улучшить что-то в своем доме, жилье, да, вот как-то обустроить, сделать его более комфортным, может быть, к празднику или к праздникам в целом. Вот, но, в принципе, получение денег. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, на осуществление своего проекта.
Прекрасно. А что же денежная энергия? И еще раз деньги. Король Пентаклей. Может быть конкретная человека, поддержка того человека, который прочно стоит на ногах, который сделал себя сам. Король Пентаклей – это статусный человек или тот, на которого можно положиться. В принципе, это и где-то вам советуют. С одной стороны, деньги не тратим, кстати. Посмотрите, у нас показан король, который проверяет свои сокровища. Он приоткрыл этот сейф, посмотрел, вдохновился и сейчас закроют обратно. Поэтому будьте внимательны к тратам, хотя деньги дважды, говорят, нам будут у вас. Поэтому, в принципе, какую-то стратегию на дальнейшее зарабатывание в эту неделю вы для себя точно проясните. Личная жизнь. Показана двойка жезлов и девушка, которая телепортируется сквозь двери. Для чего? Подсмотреть, подглядеть, что-то узнать, разведать, может быть. Есть какая-то двойственная ситуация, которую нужно прояснить. Нет определенности или это карта выбора. Но, видимо, вообще я бы сказала так. Для тех, у кого все-таки у нас здесь такие карты ложатся, что для тех, кто в паре, у кого сейчас все хорошо, то, в принципе, так оно и будет. Это просто, может быть, дела семейные или дела вашей пары, какие-то совместные планы. Но еще пока нет определенности. Двойка всегда дуальность, всегда есть какой-то выбор. Для тех, кто в сложных отношениях, я не могу сказать, что тут тоже на выборе вы можете стоять, какого партнера выбрать, у кого-то так проиграется. И вы будете, может быть, искать какую-либо информацию дополнительную, вот как в этой карте прорисована девушка. Для тех, кто один или одна, тут тоже сказать, что совсем одни или вы совсем одна, может быть, и есть какие-то отношения, но еще пока тоже непонятно. Но праздник как будто нам обеспечен, и я не могу сказать, что вас как-то это расстраивает. Или по двойке жезлов нет ощущения-то, вот если мы говорим про одиночество, его нет, значит есть или много какого-то общения, а кто знает, с учетом пажа жезлов, это может быть и знакомство, которое по работе, или вы пошли решать какие-то вопросы, может быть какая-то дружба. Вот дружбе уделите внимание. Кто знает, может быть, в последующем эта дружба перерастет во что-то большее. Но сказать, что вы обделены вниманием, мои дорогие рыбы и рыбки, на этой неделе точно нет. И общением-то тоже. И давайте мы посмотрим. Карта совет. Отдыхайте. Уставшие люди делают ошибки. И это правда. Вот если мы про уставших людей и про ошибку, мы можем такую серьезную сделать ошибку именно на фоне какой-то многозадачности. Не хватайтесь за все дела сразу. Разберитесь, что вам нужно, открывать или закрывать этот грот. С чем-то не торопитесь, не привлекайте к себе внимания. Может быть и правда, если покажете себя как каким-то хорошим специалистом. Вы такой, может быть, и есть. Я ж не об этом, а о том, что много обязанностей вы взамен получите, понимаете? Поэтому на том, кто много может совершить или создать, или решить много вопросов, или умеет в этом режиме многозадачности работать, на него еще больше, как будто каких-то обязанностей добавится. И в результате получается какая-то обесточенность, или получается, когда мы не придаем значения из-за усталости каким-то мелочам, и из-за мелочей складывается что-то серьезное. У нас человек показан на карте, обратите внимание. Дверь у нас стеклянная, нет замка у этой двери. Человек одет в шутовской костюм. То есть нам сразу говорят, сглупил человек. И он толкает эту дверь и кричит, как будто призывает к себе, обращает на себя внимание, все проходят мимо, его никто не воспринимает всерьез. Только маленькая девочка, которая в похожий костюм оделась, и она руки за спиной сложила, она не собирается помогать этому человеку. Хотя даже для нее ясно, что человек ошибся, ему нужно не толкать эту дверь, а потянуть на себя, и она откроется. Вот что-то подобное, как будто не должны ошибиться. И я так думаю, десятка жезлов – это всегда усталость. Или когда
Мы много на себя взвалили каких-то обязанностей. И в результате мы не замечаем, вот как, в какую сторону открывается эта дверь. И что-то можем упустить. Отдыхайте, мои дорогие. Рыбы и рыбки. Что-то тут у вас интересное будет на этой неделе. Что-то и вдохновит, что-то и порадует. И на перспективу, понимаете, не будьте где-то самоуверены, понимаете, тоже. Потому что если чем больше мы заявим, тем в 2 раза больше мы получим каких-то обязанностей. А вам наоборот, словно выкроить время нужно для себя, чтобы у вас был вот этот праздник. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.